Всем бонжур, меня зовут Ян, я частично француз и частично русский, много интересного, но для французов я русский, а для русских я француз. On est dans la ville, avec deux, trois rouillas, on avance бичуя, бичуя, on tourne pour... Детство прошло во Франции. Да. Расскажи, чем воспитываются, чем живут вот дети во Франции, это тоже интересно. Ну, я вырос в пригороде Парижа, в таком городке. Он известен потому, что туда он один из самых и последних коммунистических городов, куда приезжали все представители СССР и Компартии во Франции. То есть он такой достаточно близок к России за счет тесных отношений к СССР. Во-первых, надо понимать, что Париж настолько маленький, что этот маленький город, который на окраине Парижа, он ближе к центру Парижа, чем, например, теплый стан к центру Москвы. Вот, там я жил, я вырос там в спальном районе, как раз очень много диаспор. Очень много. То есть этот город, он из диаспор состоит. То есть я провел все свое детство в школе среди ребят из Африки, из Индокитая. На чем рос, чем вот тебя воспитывали? Какие мультики, какие книжки, чем занимался? Я видел русский телек, я смотрел советские мультики. Что было у тебя любимое? Бременские музыканты, Чиполлино, Незнайка. Там был один мультик, я помню, играли в хоккей, такие коробки играли в хоккей. Каких-то в синей, форма в красном, да, помню, да. А книжки? Была улица разбитых фонарей по телеку. Ничего себе, расти на таком. Я смотрел улицу разбитых фонарей, потом чуть попозже появились более, сериалы 2000-х. Бригада, Глухарь. Но это было уже более осознанном возрасте. А так-то в целом, да, улицы разбитых фонарей, Брат-2. Помню. Книжки, музыка какая тоже. Больше русская, больше французская. Я просто листал, я не читал русского языка в принципе. А на французском ты что читал, что тебе было интересно? Или слушал? Я больше рисующий человек, чем читающий. То есть я в основном либо рисовал, либо хулиганил на улице. Я не любил сидеть дома с книжкой, я сам брал. У нас просто на даче в Британии находится, во Франции, Британии, там очень много заброшенных замков. И я провел свое детство с палкой, бегая по замкам 12 века. И по лесу, поэтому... Ох, всем бы такой антураж для побегушек детских. Я не хотел, зачем мне читать книгу, если я могу взять палку, велосипед и пойти кататься по полям, по кельтской земле и играть в замках. Реальные замки, такие как в фильмах снимают. Друзья кто были в основном? Мали, Сенегаль, Китай, Польша. В семье у тебя говорили только на русском или французском. На французском? Только на французском. Я русский не знал до 15 лет толком. Тогда возникает вопрос, как-то хорошо без акцента. Я понимаю, что корни дают свое, но все равно. Потому что я не старался сохранять свой французский акцент. Я не пытаюсь ходить и всем показывать, смотрите, я француз. Я просто стараюсь вписаться как можно. Настолько, чтобы вообще было никакой отличия. А русский сложно было постигать? Вспоминать свои 15-16 лет? Нет, я на чем-то говорил, там слова отдельно знал, мог бытовые предложения сказать, словарный на запас, это было там 5 овощей, 3 животных, 15-10 глаголов, без спряжений, склонения. Легче тебе будет поговорить по-французски, по-русски. Ругаешься в плохой ситуации, ты говоришь «мехт» или ты говоришь «наше» какое-нибудь крепкое слово? Да, я трехэтажное поле боя разворачиваю и вперед. Франко-русский такой, да? Не, русский чисто. Стараюсь, там без акцента получается. Отношение к русским сейчас какое? Они ничего не знают. Кто-то рад, что Россия спасает весь мир в очередной раз. Кто-то говорит, что в России все плохие, коррупцией занимаются, что они нам должны еще чего-то. Стереотипное какое-то отношение к русским есть? Мы, естественно, французы, сразу думаем... Такое же стереотипное, как и от русских к французам. Они как-то поменялись, стереотипы? Или это все так же водка, балалайка? А зачем менять? Это прикольно. А и русские этому помогают. La Russie, ça vous fait penser à quoi? À la guerre. À la vodka. Eh bien au froid. Le froid. Poutine. Poutine. Вот если говорить о Париже, ты говоришь, что он такой разношерстный, разный. Русский контингент, он насколько широко представлен там? И как они вообще ассимилируются, интегрируются? Они общаются с французами или у них свои кварталы, допустим, как условный Брайтон-Бич? В основном русские, которые живут в Париже, они более обеспечены. То есть я не заметил, чтобы приезжали русские в Париж подзарабатывать на первую попавшуюся работу.
Возможно, есть. Не, ну, конечно, там встречал людей, там, не знаю, ну, на фейс-контроле в клубах, да, были русские. Есть русские, которые дети иммигрантов или внуки иммигрантов, они вообще полностью французы, что-то вспоминать про Россию. Есть русские из Казахстана и Прибалтики, которые приехали во Францию. Они русские, но они и России никогда толком не видели. Есть всякие русские, есть те, которые там, бьют себя в грудь, там, я русский, ходит там, в костюме Боска в прорыве национализма, я этим баловался в свое время. Вот. А есть другие, которые они настолько незаметны, что ты не скажешь, что он русский, потому что он просто одет нормально, хорошо. А ты говоришь, что по большей части те русские, которые есть в Париже, это богато. А чем они занимаются? Это коммерция, это кто это в основном? Мне кажется, это связано больше с работой в посольствах, в консульствах и в около государственных. Кто-то может бизнесом заниматься. Если один русский, он работает оператором для русского телевидения, и когда там что-то быстро происходит, он со своей ТВ-камеры, он снимает все происшествия, потом то есть типа стрингер, это такое? Да, да, вот есть такое. Друзья во Франции русские, они, например, выросли во Франции, но у них нет российского паспорта. И едут они по визе в Россию, и это на самом деле у них теряется какая-то возможность, у них какая-то иллюзия о том, что они могут приехать в Россию, но ее нет, потому что сложно получить. А, кстати, а много тех, кто, допустим, с русскими корнями сейчас живут во Франции, желающих вернуться обратно на родину? Желают, но палки в колеса, это все сложные, длинные процедуры. И может быть, их реально преодолеть, но не в жизненных условиях, когда людям надо на работу ходить, а не заниматься бумажками. Ну, например, или они живут в провинции, надо там в столицу приехать, да, бумажки там заполнять. То есть очень многие хотят, многие не могут. Потому что, ну, как бы сложно. Ну, не знаю, не получается. Или не так сильно хотят. И все-таки для тебя предпочтительнее Москва или Париж? Вот такой. Смотря для чего. Для души. Париж относительно Москвы — это город гедонизма, спокойствия, удовольствия и тишины. Москва — это город работы и дел. Поэтому работаю в Москве, отдыхаю в Париже. Ну, условно, очень грубо говоря, потому что в Москве тоже, на самом деле, очень хорошо отдыхать. Мне это и понравилось в первую очередь. Все-таки в Москве это как в Москве отдыхать. Но это были нулевые, и тогда отдыхали гораздо ярче, чем сейчас. То есть я не могу сказать, что Moscow Never Sleep в 2015 году, в 2020, потому что Москва спит уже. Все устали. Never Sleep, и все спят. Да. То есть Москва уже не так, как та, которая мне нравилась тогда. В Париже есть движуха какая-то, но она очень слабая, на мой взгляд. Когда ты попробовал в Москву, все друзья с Нью-Йорка, Шанхая и прочими, все говорят, что Париж — это деревня. Хотя для француза, который не был нигде, кроме Парижа, для него это для суета. Гедонизм, но он есть. Слушай, у людей есть такой... У них такая средняя зарплата и такой... А какая средняя зарплата? Понятное дело, что это невыгодное такое сравнение, типа средняя температура по больнице, но в целом сколько это? Я скажу, что средняя зарплата, если ее перевести на русскую потребительскую способность, расходы, доходы, это как получать в Москве 150 тысяч рублей. Сейчас. Много? Француз, который хочет жить в Париже, он снимает за городом, снимать в Париже, ему дорого.